Всем привет! Меня зовут Женя, я музыкант и активист. Всем привет, я Юля, Женина жена и журналист. Мы записываем подкаст «Юля и Жня против войны». Это второй сезон, и второй сезон мы решили записать в такой концепции, что каждый выпуск посвящен какой-то одной эмоции или чувству, и это четвертый выпуск. Первый выпуск второго сезона был посвящен горю, и мы его записывали вскоре после того, как узнали про смерть Алексея Навального. Еще два выпуска были про отчаяние и про надежду. А сегодняшний выпуск мы решили посвятить теме выгорания. Но сначала, по традиции, давай немножко расскажем. Около месяца мы не выпускали новые эпизоды, что с нами было за это время. У нас очень сильно заболела кошка Дуся, ей всего лишь 4 года. Очень часто спрашивают мои знакомые, сколько ей лет, и когда узнают, что 4, говорят: ой, но она же еще молодая, почему же она так сильно заболела? Мы сами не знаем пока что, потому что ей поставили несколько диагнозов, но ей пока что как-то не становится хорошо. То есть, как бы, с одной стороны, становится, потом становится хуже, и это какие-то эмоциональные качели, от которых мы достаточно сильно устали, поэтому мы не записывали подкаст месяц или больше, но сейчас нашли в себе силы, как ни странно, нашли в себе силы, чтобы поговорить про выгорание. Немножко противоречиво, но вот так. Ну, эта тема была давно мной задумана, я чуть ли не первый ее хотел вообще выпустить. По поводу кошки Дуси присоединюсь, я себя чувствую эмоционально каким-то истощенным, потому что очень сильно переживаю и тоже на вот этих эмоциональных качелях катаюсь. То ей кажется получше, обрадуешься, расслабишься, бац, ей снова хуже. Ну, так для зрителей, не знаю, может уточним, у нее есть какое-то воспаление в кишечнике, и пока не можем понять, чем оно вызвано. А это может быть все что угодно. От паразитов, бактерий до аутоиммунного заболевания. Короче, сейчас перепробуем все способы лечения. Не уверена, что у нас есть зрители, потому что нас никто не видит, но, скорее всего, слушатели. Давай объясним слушателям, почему мы решили поговорить про выгорание и почему ты вообще лоббировал эту тему несколько месяцев. Почему именно сейчас я хотел, думаю, сильно объяснять не надо. Война вот перевалила уже за 3-й год, и все какие-то наши надежды на то, что она быстро кончится, похоронены. И вот мы живем вот в этой реальности, в которой мы вообще рассчитывали жить, наверное, недолго. Ну, то есть такой супер стресс, и этот супер стресс не прекращается. И, конечно, ну вот я как человек, который там достаточно много занимается помогающей деятельностью, да и думаю, ты как журналистка, вот мы этот долгий марафон бежим, и, очевидно, все чувствуют выгорание. Падают у нас там сборы денег на помощь беженцам, падают просмотры каких-то материалов, падает вообще вовлеченность людей. Как я сформулировал в соцсетях, марафон, но только не 40 километров, а 40 тысяч километров, и не пешком, а на коленях, и не по земле, а по битому стеклу. И вот так вот ты ползешь и чувствуешь, что больше не можешь. Ну что ж, давай поговорим про это подробнее. Отлично передала пас. Ладно, у нас выпуски все-таки делятся на Юлины, где Юля локомотив выпуска, и мои, это мой выпуск. Давайте я про выгорание начну с такой байки. Я как-то сидел с друзьями в баре, что-то мы обсуждали, Инстаграм, коучей и так далее, и мой друг так сюморил, говорит, ну типа, я тоже сейчас заделаюсь коучем, буду людей лечить от выгорания, там ха-ха-ха, ну типа хихоньки и хахоньки. Там мне не захотелось шутить на эту тему, и я говорю, ну слушай, а я бы полечился у тебя от выгорания, и рассказал ему историю про то, как еще в Кемерово, у меня была студия звукозаписи, я там 5 лет без выходных и отпусков проработал, и в итоге, ну, настолько возненавидел это свое дело, что просто бросил. С тех пор именно звукозаписью не занимаюсь, думать об этом не хочу, и настолько сильно я выгорел. И мой друг, которому я это рассказал, он меня так послушал, изменился в лице, говорит, ой, а у меня точно так же было. То есть, к чему эта история? Для многих выгорание — это какая-то, как депрессия раньше была, ну, блажь, там, миллениалов, поколение Z, ерунда. А на самом деле, я думаю, что с выгоранием сталкивался, ну, почти каждый человек, просто не каждый себе отдавал в этом отчет. Все очень логично, ведь в России не слишком было раньше принято говорить о ментальном здоровье, и вообще мало кто понимал, что такое депрессия. Собственно, я даже не понимала, когда один мой близкий человек столкнулся с депрессией, и я убеждала его, что нужно просто там пойти погулять или просто не думать о плохом. Ну, условно, вот все вот эти токсичные советы давала своему близкому и не понимала, что с ним происходит. То есть я прям буквально
не могла взять в толк, что у него нет сил выйти на улицу. Я думала, ну вот же, смотри, я же пойду, и мне станет лучше. И вот я как бы на своем примере говорю, вот как это работает. И видела человека, который абсолютно в апатичном состоянии. Да, давай, пойдем, но это ему не приносило никакой пользы, удовольствия и вообще ничего хорошего. И потом, только чуть позже, я узнала, что такое депрессия, и поняла, как я была не права. То же самое, наверное, и с выгоранием. Мы пока не погружаемся в эту тему более осознанно и более серьезно узнаем, какие симптомы, что это такое вообще, как это отражается на нас, как с этим можно, ну, не то чтобы бороться, но работать, преодолевать это, помогать себе справляться с этим. Очень не люблю формулировки «бороться с депрессией», «бороться с выгоранием», как будто бы нужно побороться со своим состоянием. На самом деле, мне кажется, более правильные формулировки «помочь себе справиться», вот что-то такое, да, более заботливое о себе, как бы. Это странный дисклеймер, я понимаю, но для меня это важно. Формулировки для меня всегда важны. Так вот, мне кажется, что логично, что многие люди обесценивают и не понимают, что это, потому что мы просто не приучены, не знаем вообще, что это такое. Хотела у тебя спросить, у нас уже были подкасты про отчаяние, горе. Чем, по-твоему, выгорание отличается? Как ты понимаешь это чувство? Чем оно отличается от депрессии, от апатии, от просто усталости? Я сейчас дам не экспертную оценку, потому что я даже поленился почитать в Википедии определение выгорания, но для меня главное отличие в том, что выгорание вызвано не каким-то стрессом, депрессия может быть вызвана огромным стрессом, да, или апатия тоже может быть, не всегда, да, но может быть вызвана огромным стрессом, а выгорание вызвано в первую очередь монотонной, повторяющейся деятельностью, которой не видно начала и конца, и она как бы потихонечку человека изматывает. Чаще всего, конечно, это работа, потому что мы занимаемся работой из года в год, чтобы себя прокормить, и таким образом выгораем. Но выгорание, я думаю, может быть и в вашем хобби, и в какой-то волонтерской деятельности, я думаю, есть родительское выгорание. Вот как я это понимаю. Но я, опять же, повторюсь, я тут на экспертизу не претендую. А ты как понимаешь? В отличие от тебя, я не поленилась и почитала супер классную статью, которая выпущена на сайте супер классного издания «Холод», посвященную выгоранию, и мы прикрепим ссылку на этот материал в описании к нашему подкасту. Там написано, что симптомы выгорания — это чувство истощения, как ты уже и сказал, отрешенность и проявление негатива или даже цинизма по отношению к работе или вот какой-то деятельности, которой человек занимается, и снижение производительности. Что интересно, я про это раньше не думала до записи сегодняшнего подкаста. Существуют некие качества человека, из-за которых он может быть более подвержен к выгоранию по сравнению с другими людьми. Это чрезмерно высокая мотивация помогать, очень откликается. Сложности с личными границами, неумение говорить «нет». С одной стороны, как бы я умею говорить «нет» в личной жизни, но что касается работы, вот я думаю, как бы я вообще всегда рада взять всю работу, которая существует. Гиперответственность откликается, да? Чек. Перфекционизм и трудности с признанием собственных ошибок. Короче, вот эти качества, из-за того, что у человека они могут быть, то такой человек может быть более склонен к выгоранию по сравнению с другими людьми. Но также психолог, который написал этот материал, говорит, что главные факторы риска для выгорания — это обстановка на работе. На работе или там волонтерской деятельности, или там какой-то другой, да. Часто к выгоранию могут приводить ситуации, когда у человека ненормированный рабочий день, когда совершенно размытые границы, и когда работа в неурочное время поощряется руководством. За это не даются отгулы, и в целом это воспринимается как норма, типа, ну вот все работают, и ты сиди работай. Не знаю, к счастью или к сожалению, на моей работе так происходит, потому что я не так давно работаю журналистом, 1,5 года. За это время случилось столько ужасных, экстраординарных ситуаций, когда мы работали внештатно, ночью, в выходные, очень рано утром начинали и так далее. Это совершенно никак не соотносится с графиком работы. Я помню прекрасно утро, когда, например, я проснулась и узнала, что произошла трагедия, как прорыв Каховской ГЭС. Я случайно проснулась там в 6 утра, предположим, там в туалет сходить. Залезла в телефон, надо было, конечно, не залезать. Начала читать, погрузилась в это и уже там через пару часов писала текст. У меня было еще 6 часов с момента того, как я проснулась, до начала рабочего дня. Но уже я в этот момент уже начала буквально работать. И таких ситуаций было достаточно много, и, к сожалению, такая
фигня может приводить в том числе к выгоранию, даже если тебе очень нравится работа. То есть как бы даже если это не негативная работа какая-то, как бы изначально кажется, что выгорание, наверное, когда ты делаешь то, что тебе не нравится. Тебе, наоборот, может очень сильно нравиться, и из-за того, что ты слишком вовлечен и меньше уделяешь времени отдыху, не переключаешься, то ты как раз из-за этого в том числе можешь выгореть. Ты что-то хотел сказать? В этом плане нам всем надо поучиться у твоей коллеги, которая 24 февраля проснулась, узнала, что началась война, сказала себе, ну, наверное, в ближайшие месяцы я не буду спать, и уснула, и проспала еще несколько часов, чтобы потом начать работать на полную катушку. Ну, конкретно этот случай может быть по-разному оценен. Может быть, это была такая защитная реакция на стресс, а может быть, действительно осознанный подход к пониманию, что работы будет очень много, у меня рабочий день еще не начался, сейчас воспользуюсь 2 часами, посплю, а потом буду работать как не в себе. Да, и хотел я еще поддержать мысль про то, что выгорание в первую очередь происходит не там, где тебя работа бесит и выматывает, а там, где ты очень сильно вовлечен и замотивирован. Я слушал большую тоже лекцию про выгорание, и вот из неочевидных вещей мне запомнилось, что лектор сказала, первая стадия выгорания — это когда тебя прет. Потому что ты подсаживаешься на вот эту иглу, работаешь больше, у тебя там выделяются какие-то эндорфины, ты испытываешь удовлетворение, работаешь еще больше, чувствуешь, что устал, и тебе нужно еще больше какого-то удовлетворения, еще больше поработать, ну и так скатываешься. А вторая неочевидная вещь, про которую я тоже не знал, потому что многие говорят, выгорел, отдохни. Существует такая стадия выгорания, когда отдых уже не помогает и помогает только смена деятельности. Давай тут, может быть, расскажем про свой опыт. Я немножко заикнулся, но вот у меня прямо было вот такое. В 2010 году я открыл студию звукозаписи, то есть это было мое любимое дело, ну и я был индивидуальный предприниматель, сам себе хозяин, и меня очень сильно перло от этого. Я обожал с детства звукозапись, и тут, наконец-то, у меня, настоящая студия, оборудование, микрофоны, ко мне ходят музыканты со всего города записываться. Я работал днями, ночами, прям реально работал ночами часто, чтобы больше успеть. Я работал по выходным, но я иногда брал себе отпуск, условно, 4 дня, чтобы съездить на Алтай. Вот такой вот у меня был отпуск. И потом снова денно и ночно работал. Но при этом я еще работал на другой работе, я еще диджеем был. Более того, я помню, что когда ты ездил в отпуск, ты тревожился, что ты уже 3 дня не работал. То есть в отпуске тебе было плохо из-за того, что ты бы мог сейчас работать. Ну, кстати, в отпуске-то я тоже работал. Я вполне мог вечерком открыть ноутбук и что-то там доделать, внести какие-то правки. При этом я все время чувствовал, что я свою работу обожаю прям. Я ее люблю, она классная, у меня там лучшая работа на свете. И так постепенно прошло примерно 5 лет, и в какой-то момент, я уже себе признался, что да я ненавижу вообще это все. Я еду каждый день на работу просто с каким-то мучительным ощущением, потому что мне не прикольно, мне не хочется этим заниматься, меня все достало, я больше не могу. И это совпало. А может и не совпало с нашим переездом в Москву. Ну, слушай, тут, конечно, я не соглашусь, что значит совпало. Было не так. Я помню прекрасно, как ты приехал в какой-то из вечеров с работы, со своей студии звукозаписи. Лица на тебе не было. Мы долго разговаривали, что произошло. И там через несколько часов ты, наконец, смог признать, что тебе больше не нравится работать в студии. Я говорю, тогда, наверное, нам нужно двигаться дальше и подумать, что еще мы можем делать другое. И в тот момент примерно мы приняли решение, что рассмотреть возможность переезда, и там еще несколько месяцев тебе понадобилось на смирение с этой мыслью, потому что ты трудно принимаешь решения о таких глобальных изменениях. Тот вечер я очень хорошо помню, ты прям пришел домой без лица, то есть как будто какая-то трагедия произошла, тебе прям было очень плохо, по твоему лицу это было очень видно. Это как раз был день, когда я осознал, что, меня это больше не радует. И это по-своему страшно, потому что есть у тебя любимое дело, с которым ты себя отождествляешь. Меня в Кемерово все знали. Конечно. Я думаю, я во всех телефонах был подписан, Женя Звук. Да. И я больше я понимаю, что самоидентификация страдает. Да, что я больше не Женя Звук. И мой выход был в том, что, я сменил, по сути, профессию. Я по-прежнему в музыкальной сфере работаю, но я теперь автор музыки, а не звукорежиссер. И, кстати, я уже 8 лет с тех пор пишу музыку. И тоже уже выгорел. Я выгорел, но продолжаю писать. А почему я это дело не бросаю, я расскажу чуть позже, наверное, уже ближе к концу. Давай, у тебя-то тоже есть история про свою карьеру.
Когда мы решили, что будем записывать эпизод про выгорание, я была уверена, что я буду говорить, что я вообще не знакома с выгоранием, у меня вообще не было выгорания, и нет его, и вообще все супер, и я классная. Нет, я не хотела сказать, что те, у кого выгорание, не классные. В том плане, что я обхожусь как-то без этого. На самом деле, конечно, не так. Сейчас я нахожусь на 3-м трекинговом пути в плане карьеры. До этого было 2 других профессии у меня, и сейчас 3-я. И мне кажется вообще-то, что это нормально. Я не драматизирую по этому поводу, что вот случилось что-то очень плохое в предыдущей сфере, и из-за этого мне пришлось там менять. Нет, наоборот, с университета я знала, благодаря одному из курсов, на которых преподаватель нам рассказывал что-то про психологические особенности человека. У меня психологическое образование. Я знала, что менять работу — это даже более правильно для человека, потому что так он развивается, и вообще странно, когда человек 35 лет занимается только одной профессией и ничего не меняет. Так вот, сначала я работала в сфере обучения персонала. В какой-то момент действительно я выгорела, потому что изначально я хотела заниматься именно обучением персонала, то есть тренингами, организацией тренингов, обучением. Это мне все было очень сильно интересно. Но потом я перешла на работу в сфере подбора персонала, и вот это для меня оказалось очень выматывающее занятие, потому что я проводила иногда по 7 собеседований в день, из которых 0 было продуктивных в плане того, что 0 человек потом приходило на работу. Или были ситуации, когда мы уже договорились с человеком, что он выходит на работу, уже все для него заведено, готово рабочее место, там, в общем, все уже готово. Он просто не приходит, не отвечает на телефон и пропадает, и столько сил вложено, и, в общем, как-то эмоционально уже кажется прикольно, все, сейчас придет человек, он просто пропадает. Или там взяли на работу человека, он тоже там через 3 дня куда-то пропадает. Короче, для меня это было как-то слишком эмоционально сложно, хотя наверняка к этому тоже можно привыкнуть и не относиться к этому так максималистски, как я, наверное, не пришел, это не твоя ответственность вообще. Но, в общем, для меня это было как-то очень неприятно. И, короче, в какой-то момент я поняла, что я прихожу домой, может, ты чуть-чуть расскажешь, как это было со стороны, но мне казалось, что я прихожу домой, рыдаю, не хочу идти на работу, думаю, что все дураки. Потом я начала вообще часто болеть каждый месяц буквально. Был какой-то период, когда я все время болела какими-то простудными странными заболеваниями. И, в общем, я поняла, что пора сменить это. Я тогда, если честно, может, еще и не знал слова выгорание и просто списывал это на то, что у вас там в коллективе какие-то проблемы, а это было оно. После того эпизода я начала работать вязальщицей, как бы странно это ни звучало. Я придумывала модели вязаных аксессуаров. Мы с тобой вместе снимали видео, обучающее по тому, как это изготавливается. И, собственно, таким образом обучала людей и продавала схемы через Инстаграм. И мне очень нравилась эта работа, потому что я делала что-то сама, и вообще ощущение, что ты из ничего сотворяешь что-то, благодаря чему десятки, сотни людей в самых разных местах мира, вообще планеты, с разных континентов повторяют за тобой, и у них получается что-то красивое, меня это очень вдохновляло. Но в какой-то момент я подумала, что это недостаточно, это не то, чтобы недостаточно, сложная мысль, я подумала, что это не то, чем я хочу приносить пользу миру, что ли. В общем, как-то, может быть, немножко пафосно. Я поняла, что я хочу делать что-то более значимое с общественной точки зрения. И, в общем, тогда-то я и пошла в журналистику. Не думаю, что там было прям именно выгорание, потому что, во-первых, у меня там не было коллектива, я была одна. Во-вторых, у меня была возможность менять интенсивность работы. Иногда я там месяц могла не работать, потом месяц очень много работать. Там не было каких-то таких условий, которые на меня давили. Мне кажется, скорее это был просто какой-то внутренний переворот, рост какой-то и внутреннее изменение приоритетов, за которыми я пошла. Вот. А сейчас, когда я читала вот эту статью, вышеупомянутую на сайте Холод про выгорание, мне показалось, что, может быть, я сейчас немножко близка тоже к выгоранию, хотя не так давно работаю в журналистике. Но вот эта моя склонность все время работать, браться за все, периодически я работаю, например, с 10 утра до 10 вечера, и мне кажется, это чем-то нормальным. Иногда в скобочках часто я что-то еще делаю на выходных, типа ищу питчи, то есть новые темы, про которые можно было бы еще рассказать. Постоянно слежу за другими изданиями. И, короче, это какой-то совершенно непрекращающийся бег в колесе. И, может быть, осторожно предположу я близка к выгоранию, о чем надо подумать. И вот
твой сюжет про то, что ты почувствовала неудовлетворенность от работы и желание делать что-то более полезное, подводит тоже к частой такой ошибке многих людей, которые, например, на работе почувствовали выгорание, потому что ему хочется там приносить больше пользы, как-то помогать другим, и он идет в помогающую какую-то профессию, и вот там вот конкретно выгорает. И тут мы поговорим о выгорании у волонтеров, у каких-то помогающих специалистов, потому что в этой сфере выгорание сжигает людей просто по-страшному. По тем причинам, которые мы уже озвучили. Огромное вовлечение в процесс, работа с огромной самоотдачей, когда от тебя зависит благополучие других людей, когда ты общаешься с ними, когда ты для многих работаешь еще и контейнером, куда можно сгрузить свои негативные эмоции. Ну вот я это вижу по своим коллегам-волонтерам. Кто-то умудряется выгореть, не знаю, за 2 месяца, кого-то хватает на много лет. Тут вот как такая горькая ирония, мне вспоминается, что 1.5 года назад у нас был пост в Инстаграме, где наши волонтеры делились своими секретами, как не выгорать. И у каждого там были какие-то секреты, как не выгорать. А потом, сюрприз, все равно все выгорели. Ну, я тоже чувствую, конечно, какое-то выгорание в своем волонтерстве, потому что вот уже 2 года я там помогаю беженцам, и, ну, у меня это проявляется в том, что просто стало, меньше сил. Если раньше я просто хватался за любую деятельность, то сейчас уже так более осторожно. Юля на меня сейчас так покосилась, что я по-прежнему хватаюсь за любую деятельность. Вообще-то да, по-моему, ты делаешь все. Первый среди прочих вообще, делаешь все. Ты просто не знаешь, сколько всего я не делаю. Я не знаю, действительно, но выглядит со стороны так, что ты вовлечен на 1500%. Тут, кстати, готов уже начать делиться каким-то своим опытом и своими мыслями. Ну, почему меня, например, хватило дольше, чем многих других волонтеров. Меня на эту мысль подтолкнула наша гостья из прошлого выпуска, Яна. Она на днях поделилась хорошим текстом про то, в чем разница между эмпатией и состраданием. Для нас, кажется, какие-то очень близкие чувства. Ну, эмпатия, ну, сострадание, одно и то же, синонимы, вот. Но там с психологической точки зрения, с точки зрения работы нашего мозга, выводится, что эти чувства, я ссылку на статью обязательно прикреплю, что эти чувства, они на самом деле довольно разные. То есть эмпатия — это про то, что ты видишь, как человеку плохо, и чувствуешь его боль. И тебе становится так же плохо, как ему. Ну, или в какой-то степени так же плохо, как ему. А сострадание — это больше про то, что ты видишь, что человеку плохо, и ты как-то к нему обращаешься, ты ему помогаешь, хотя бы даже чисто символически, ты его выслушиваешь, и тебе от этого не становится плохо, тебе от этого становится лучше. Там даже ставится такой этический вопрос, а насколько это вообще хорошо, что человеку плохо, а мне, значит, я с ним поговорил, и мне стало лучше. Ну и говорится, что это нормально, так работает сострадание. Собственно, я это по многим волонтерам вижу, что просто у разных людей какая-то разная доминирующая эмоция. У нас волонтеры строго делятся на 2 категории. Одна категория готова, например, общаться с беженцами, как я и как Яна, собственно. Даже если это очень тяжелое общение, нас оно все равно как будто бы заряжает, потому что, да, ты с человеком поговорил, он поплакал, он пожаловался, но ты его там как минимум выслушал, как максимум даже ему чем-то помог, ему стало чуть-чуть легче, и тебе стало чуть-чуть легче. И, ну, вот меня, например, это заряжает. А есть волонтеры, которые наоборот, у них доминирует эмпатия, и они там с беженцами пообщались, они почувствовали их боль, и им стало только тяжелее. То есть мы подходим к первому ответу на вопрос, как не выгорать. Первое, наверное, понять вообще, что тобой движет, скорее там эмпатия или сострадание. И исходя из этого, направить свои силы в нужное русло. Например, у нас есть волонтеры, которые поработали напрямую с беженцами, им это оказалось психологически тяжело, и они просто свои усилия перенаправили на какую-то операционную работу. Финансы, медиа-отдел, дизайн, бухгалтерия, да куча вообще дел, которые очень важны для нашего общего проекта. И они там супер на своем месте и получают от этого огромную отдачу, и мы все им безумно благодарны. И я думаю, что беженцы им тоже благодарны, просто их работа
чуть-чуть более невидимое. Это вот то, что я понял про выгорание и как ему противостоять. А у тебя есть какие-то рецепты? Я нахожусь на отрицании темы про собственное выгорание, поэтому у меня собственных рецептов нет. Но я обращусь к материалу, который написан на сайте Холода про выгорание. И там написано, как вовремя заметить, что я на грани выгорания. Такой вопрос. Один из пунктов. В течение нескольких недель у вас есть стойкое нежелание работать или волонтерить. И также, может быть, отвечать в чатах. В этом же материале было написано, что выгорание может быть началом депрессии. И, не всегда это одно и то же, но в целом некоторые симптомы могут быть похожи с депрессией, потому что я выгорание отрицаю, но депрессию я супер принимаю, она у меня была несколько раз, и действительно в депрессии ты супер чувствуешь нежелание отвечать вообще ни на одно сообщение, думаешь, что сделаешь это потом, и чувствуешь, что у тебя нет сил на это. На моменте, где ты сказала, что чувствуется нежелание работать, 99% наших слушателей такие сказали, ну да. Ну вот не могу понять, что у меня вот все время есть желание работать. Я очень люблю работать, как бы мне очень нравится У работать. тебя первая стадия выгорания. Да, но у меня нет этого пункта, который озвучен только что. Пока что нет. Еще симптомы, как можно заметить у себя выгорание. Вы чувствуете повышенную тревогу или вину перед командой, перед коллегами, или у вас нарушается сон и появляются постоянные навязчивые мысли о делах, вы все время в голове прокручиваете какие-то рабочие или волонтерские задачи. И также еще один из пунктов, вы беспокоитесь о сложных отношениях с коллегами в течение месяца и более. В этом материале Холода есть несколько пунктов, штук 6, как преодолеть, как помочь себе справляться с выгоранием. Мне очень понравился пункт «Найти союзника», с которым вы будете разделять как бы контроль за осознанным отключением от рабочих или волонтерских задач. Ну, там одни из первых пунктов — это «Пойдите в отпуск», «Выключите на телефоне все уведомления из чатов», «Перенаправьте все задачи на другого коллегу», в общем, как-то распределите и вообще вот какое-то время не занимайтесь рабочими задачами, даже если у вас первые несколько дней или, может быть, недель будет тревога из-за этого. Через несколько дней, если вы будете осознанно к этому подходить и не включаться, тревога будет уменьшаться, и вы в какой-то момент наконец-то сможете отключиться от рабочих задач и переключиться на отдых. Но мне очень понравился пункт «Найти союзника», с которым вы будете, не знаю, какие-то ритуалы продумайте. С тобой каждый там утром мы ходим пить кофе, не разговариваем про работу, разговариваем про что-то. То есть как бы вот прям проговорить какие-то правила с этим человеком, который будет тебя немножко контролировать, да, и возвращать, ты опять себя загнал, вот давай сейчас там обрати на это внимание. Просто, вот знаешь, такой внешний контролер, который тебе помогает отдыхать. Это очень круто. И опять мы в нашем подкасте приходим к выводу вообще, насколько для людей важны другие люди. Ну, знаешь, может быть, у кого-то такой очевидный ответ на борьбу с выгоранием, типа, надо уехать, пожить одному в хижине и ни с кем не общаться. Но вот похоже, что так не работает. Наоборот, найдите себе союзника, классно звучит. Ну, может быть, и так тоже работает, если человек способен осознанно подойти к этому проживанию в хижине в одиночку. У него наполнен день какими-то ритуалами, связанными, не знаю, с какими-то физическими действиями. Полит грядку с морковкой, потом делает физическую зарядку, потом обходит этот необитаемый остров в течение 3 часов, потом спит, потом читает, потом занимается йогой. Ну, короче, если он как-то осознанно это контролирует, у него прям расписан день, и он отключается, самое главное, от рабочих задач, да, то, может быть, и одному... То есть все люди разные, мы не можем сказать, что всем нужно делать что-то одинаковое. Может быть, кому-то действительно нужно побыть в одиночестве. Я бы не делала такой вывод, что все должны обязательно быть в социуме. Мне история про союзника еще напомнила лайфхак одной моей знакомой. Это немножко из другой сферы, не про выгорание, скорее про постоянный стресс. Она работала много лет в концертной индустрии, а это, кто знает, ужасно стрессовая штука, потому что там всегда все идет не по плану, там всегда под вопросом висит там какой-нибудь огромный бюджет, артист не приехал, сцену не поставили и так далее, и так далее. И у нее, значит, она делилась таким лайфхаком, у нее всегда была какая-то коллега, с которой они вместе орали. То есть они шли покурить, видели, что их в этот момент никто не видит, и они просто начинали орать: «Ну какие дебилы, ну как можно быть такими дебилами, ну просто, вот бы их всех просто собрать и убить». И это единственное, что давало им силы работать дальше. Ты сказал про знакомую, которая работала в стрессовой сфере, и у меня сразу возник вопрос, существует ли какая-то эта неведомая сфера жизни, в которой
антистрессовая. Мне кажется, что... Пишите музыку. Ты хочешь сказать, что ты не испытываешь стресс из-за работы? Я испытываю стресс скорее там из-за денег, да, вот если там у меня зарплата в этом месяце меньше, чем в предыдущем. Ну а сам факт работы мне нравится. Факт работы мне тоже нравится. Да, наверное, не стрессовой работы не существует, к сожалению. Речь про то, что можно работать со своим восприятием стрессовых факторов, учиться выстраивать границы, воспринимать все не так, что на свой счет. А так-то, дорогие слушатели, если вы знаете не стрессовую сферу занятости, И чтоб там много платили. пожалуйста, сообщите об этом в комментариях. Очень бы хотелось узнать, какая работа не приносит стресс. Мне так кажется, что любая вообще. Я думаю, какая может быть самая скучная работа, да? Ну, как бы, на которой как будто бы ничего не происходит. Там, ты перекладываешь бумажки. Ну, даже там можно найти стресс. Я уверен, что на работе по перекладыванию бумажек у тебя там будет какой-нибудь начальник, который тебя будет подвергать стрессу, или бумажки не вовремя будут тебе подносить. Да, или там что-то пропало, какие-то ошибки. Ну, в общем, сложно себе представить нестрессовую работу. Да, давай как-то подводить итоги нашего небольшого выпуска. Скажи, ты изначально лоббировал тему выгорания. Как тебе кажется, все ли ты рассказал, что ты хотел про эту тему? Ну, я еще не рассказал такую маленькую деталь, не знаю, насколько она важна, что впервые, когда меня тема выгорания заинтересовала, это был, год, наверное, 18-й, когда вот я как-то стал это осмыслять, и я полез искать какие-то там подкасты, видео на эту тему и не нашел, практически ничего. А сейчас, спустя там 6-7 лет, просто вбейте на YouTube выгорание, вы найдете, наверное, миллион различных видео. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, я не знаю, какое там качество видео, и тут мне тоже хочется повторить про тот наш пост, где волонтеры говорили, вот наши секреты, как не выгорать, а потом все выгорели. То есть, на словах все вот эти психологические советы, они такие простые, а на деле как бы все гораздо сложнее. Поэтому находите себе союзника, который будет вас контролировать, а вы будете контролировать его. Во взаимовыручке кроется огромный потенциал для нас, для всех. А ты что можешь добавить? Мне бы хотелось добавить, наверное, такую мысль, что выгорать тоже нормально. Вот как будто бы такой наш посыл, что нужно избегать выгорания и вообще убегать от него и всячески себя защищать от него. Наверное, после начала войны у меня пришло такое понимание, что быть в депрессии нормально. Происходят ненормальные события, а реагировать на него депрессией, апатией, вообще ужасным ощущением и ужасными чувствами, это как раз нормально. Психика реагирует на какой-то ужас. И выгорание, мне кажется, тоже нормальное. Не то чтобы это приятно ощущать, но жизнь сложная наша, ситуация, в которой мы живем, как некоторые называют, и я тоже, исторические события, которые потом войдут в учебник, происходит кошмар. И испытывать ужасные чувства, это значит быть живым. Это не значит, что нужно этого избегать. Просто хочется, чтобы мы все бережнее относились к самим себе и к другим, и все. Вот ты сказала, что жизнь сложная, а я хочу еще добавить, что и человек тоже сложный. И действительно, ты же не машина, чтобы 10 лет делать одну и ту же работу и не устать. Я же себе выписал цитату Льва Толстого, моего любимого. Она совсем про другое, но в свете нашего подкаста, где мы рассказали про то, что каждый из нас там несколько раз менял свой жизненный путь, вот эта цитата Толстого очень хорошо нас описывает. Кавычка открывается. Одно из самых обычных заблуждений состоит в том, чтобы считать людей добрыми, злыми, глупыми, умными. Человек течет, и в нем есть все возможности. Был глуп, стал умен. Был зол, стал добр. И наоборот. В этом величие человека, пишет Толстой. Это к тому, что человек течет, и когда ты много-много лет вынужден делать одно и то же, это тоже какая-то форма несвободы, и выгорание — это, наверное, какой-то такой звоночек о том, что тебе твоя психика и твоя человеческая сущность говорит, я хочу на свободу, я хочу чего-то нового. Левачество пошло в чат. Конечно, Толстой самый великий анархист. Я про тебя, а не про Толстого. Ну что ж, услышимся в следующем выпуске. Мы пока еще не знаем, про что он будет. Вы нам пишите обязательно свое мнение, комментарии, мы этому будем очень рады. Предлагайте свои темы. Возможно, это тут последняя фраза звучит несколько неестественно. Все так говорят, да? Все в Ютубе и в подкастинге говорят, пишите свое мнение, ставьте лайки, колокольчики и все такое.
Но на самом деле хочется сказать, что мы каждый комментарий, их не очень много у нас, к сожалению, но каждый мы друг другу пересылаем, сохраняем, обсуждаем, перечитываем несколько раз эти слова и очень трепетно относимся к абсолютно каждому вашему отзыву. Это правда. Спасибо, что слушаете нас, и Пока. пока.